Здорово, народ! Вы на канале пока не знаю каком. Я еще не придумал название канала, но все впереди. Сегодня 1 января 2023 года. Соответственно, в новом году что будем делать 1 января? Кто-то может подумать, что бухать, а бухать мы уже не будем 1 января. Пока что от бухалова отдыхаем. Поэтому решил записать свои какие-то минимальные конкретные цели, которые я хочу достигнуть в этом году, но ничего не обещаю. Как получится, так получится, как говорится. Так что поехали. Сделал небольшую заготовочку, тут для себя шпаргалочку. По ней, соответственно, и будем ориентироваться. Ну, сначала запишем заголовочек наш самый главный. Цели на 2023 год. Ох, поехали. Разделил свои цели на 3 раздела, 3 разряда. Так как мне уже слегка за 30, так сказать. Самый первый и важный раздел у нас будет какой? Какой раздел у нас будет, никто не знает, а знаю только я. Здоровье, соответственно. Человек я уже не молодой, поэтому акцентирую внимание на здоровье. Ох, здоровье. Можно, в принципе, все остальные разделы было удалить, а оставить только здоровье, потому что здоровье, знаете ли, уже не в лучшей форме, так сказать. Но будем стараться, будем стараться. Самое первое, что необходимо человеку, это здоровые глаза. Что же еще нам нужно? Это у нас, получается, вообще, я уже, так сказать, начал раньше следить за здоровьем, еще в 2022 году. Делать зарядку по 2-3 раза в день. Какие-то минимальные результаты уже, в принципе, появились, но сейчас какая-то стадия стагнации, так сказать. Не знаю, может быть, какие-то дополнительные упражнения для глаз нужны или еще что-то. Но самое первое, ладно, хотя бы минимальный уровень будем соблюдать. Небольшую поблажечку себе будем давать. Просто зарядка для глаз утром и вечером. Днем пока не будем. Я считаю, что не готов я еще к зарядке днем. Так, давайте синий возьмем. Зарядка для глаз 2 раза в день. Самое минимальное я выбрал для себя так называемое упражнение снежинки. Снежинка. Можете на ютубе загуглить, посмотреть. И достаточно простое и эффективное упражнение. Вот. У меня зрение где-то сколько там? Ну, минус 3,75, наверное, где-то вот так. А зрение на минус 2,75. Ну, кто очкарик, у кого плохое зрение, тот поймет, что это значит. Вот. Ну и где-то через месяц, спустя после вот этого вот упражнения снежинки, так сказать, вот этой вот зарядочки, надо снежинкой подписать, чтобы никто не запутался еще. А вот, спустя где-то месяц, получается, получилось скинуть 0,25 диоптрий, где-то примерно. Вот я купил, я хожу в линзах, я в очках практически, вообще никогда не хожу, очки неудобно. И вот, и получилось 0,25 диоптрий скинуть. Я считаю, это достаточно хороший результат в такие сроки. Вот, так что вам тоже советую, попробуйте. Можете через месяц отписаться, поблагодарить меня и выслать деньги, если хотите тоже. Так, ну с первым, в принципе, мы разобрались. Второе у нас что? Второе. Контрастный душ, так называемый. Второй пунктик в нашем здоровье. Много я смотрел роликов на ютубе, что это такое, с чем его едят, так сказать, этот контрастный душ. Давайте запишем. Ну, контрастный душ достаточно делать утром, вечером. Вечером я тоже как-то раньше делал, но лучше утром. Лучше утром. Как я уже говорил, много читал, смотрел роликов про этот контрастный душ, то, что он, так сказать, оздоравливает, поднимает иммунитет, увеличивает кровообращение, уменьшает сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Не знаю, насколько... Моя шпаргалка упала. Шпаргалка упала моя. Как я без шпаргалки-то? Все пропало. Как оно так? Я только разогнался. Так, это что такое, не знаете? Ё-моё! Небольшой форс-мажор произошел у нас тут. Так, на чем я остановился? Да, то, что много я читал про этот контрастный душ. Точнее, читал, смотрел ролики на ютубе. Все вроде бы хорошо, но насколько эффективен он на мне, было сложно определить.
Но единственное, что вот при перепадах температур, так сказать, если ты там резко на улицу выходишь, открываешь балкон там или еще что-нибудь, у тебя именно устойчивость вот к перепадам температур, она, кстати, повышается. Вот тут на самом деле этот момент можно подчеркнуть. И, ну и соплей, в принципе, меньше. Не знаю, болеешь ты часто или наоборот реже, тут сказать сложно. Ну, к перепаду температуры это 100% хорошо. Ну, если все говорят, что иммунитет поднимается, значит поднимается, хрен с ним, и будем делать. Но вот следующий пункт, кстати, он один из самых главных, я бы сказал. Если пункт номер 3 выполняться не будет, эти вообще можно вычеркивать, и ничего хорошего не получится. Это ложиться спать вовремя в одно и то же время и спать определенное количество часов. Это сон. Ну, сон где-то... Ну, сколько там? Ну, короче, ладно, в 11 часов. Я бы даже ложился, мог бы ложиться каждый раз в 11 часов. Но есть еще определенные люди, которые находятся в этой квартире, которые не дают спать по определенным причинам. И приходится как-то подстраиваться. И, короче, давайте пока запишем, а там как получится. Сон в 11 вечера. Ну, если учитывая то, что я стою часов там, не знаю, в 7, наверное. Может, чуть пораньше, чуть попозже. Ну, часов 8 должно получаться. В общей сложности, если ты спишь 8 часов, как по мне, то все, пункт номер 1 и номер 2, они вообще будут налегке выполняться. Но если ты спишь меньше 8-7 часов, то все, ты говно, какашка, и можно вот этот листочек просто в мусорку выкинуть. Но делать мы этого пока не будем, и будем надеяться, что в 11 часов у нас спать будет получаться. Спать все любят вообще-то, в принципе. И все эту цель могут себе по умолчанию ставить. Но я ее решил прописать, как будто бы как-то это мне поможет. Так что ладно, следующее, что у нас? Вот следующий моментик, наверное, один из моих любимых, так сказать, потому что это спортзал, да? Спортзал. Раньше я ходил 3 раза в неделю, где-то там понедельник, среда, пятница, вот так вот нормально получалось. Если в режим еще входишь и, соответственно, опять вот возвращаемся к пункту 3, все выполняется, то спортзал вообще залетает на ура. Спортзал, ну сколько, ну 3 раза, вот, конечно, вот не знаю, насколько вот это вот получится. У меня боюсь вот какие-то даже конкретные, хотя вот эти вот все задачи, все цели, так сказать, они базируются на теории SMART. Я забыл, как это с английского там переводится, SMART. Там несколько всяких SMART. Ну да, вот что-то вот такие умные английские слова, их писать я не буду. Они, в принципе, все базируются. Конкретной цели, она выполнима, и какой-то срок и измеримость должна быть. Они, в принципе, всему этому соблюдают, поэтому все должно получиться. Ну, что по спортзалу? Спортзал я еще начал ходить еще в школе, наверное, да, еще с первого, со второго, с третьего класса, когда еще качалки были такие старые, вонючие мужики в вонючих майках. Все орут, кричат, когда большие веса поднимают. Вот в таких качалках мы, соответственно, и росли. Вот. И как-то это с детства пошло, и сейчас просто, ну, просто в кайф ходить. Это одно из немногих занятий, хобби, наверное, где куда хочется, короче, идти, и ты чувствуешь результат прям через неделю, уже через 2. Не только там какие-то физические, какие-то объемы мышц увеличиваются, да, или еще что-то. Просто по самочувствию ты и засыпаешь быстрее, и просыпаешься лучше, и чувствуешь в течение дня себя как-то более-менее на бодряках. Я если в спортзал не хожу, там, не знаю, неделю, 2-3, я себя все какой-то деревяшкой-какашкой чувствую. Всегда. Поэтому вот в спортзал начинаешь ходить, и как будто бы, ну и жить, в принципе, хочется. Хотя бы чуть-чуть. Вот. Ну, спортзал, ладно, сколько? Запишем. Ну, 2 раза или 3 раза. 3 раза, это, конечно, ну, это большая ответственность, на самом деле. Ладно, 2. Все, 2 раза записываем, понтоваться не будем сейчас. Спортзал 2 раза в неделю. Еще запишем одно еще. Давайте запишем. Тоже к здоровью относится. По здоровью пунктов больше всех, потому что я уже сказал, что я старик. Это упражнение древмасс, так называемый. Что это значит? Я шокать начал. Есть у меня одна такая интересная штука, которую я купил в прошлом году и купил. Что я думаю? Эта штука стоит полмашины. Ну,
так утрированно, полмашины, 15 тысяч. 15 тысяч стоит, сейчас я покажу вам. Вот такая штукенция у нас имеется. Весит килограмм, не знаю, 10, может быть. Короче, я когда заказывал, и курьер мне такой звонит, говорит: Сергей Яковлевич, я вот, конечно, не знаю, как бы, не факт, что получится вам до дома доставить. Давайте я оставлю в нашей курьерской службе, там, в службе доставки. Вы ее придете, заберете. Я говорю: слышь, петушок, а как я ее пойду заберу? Она же, наверное, тяжелая. А он мне говорит: нет, она не тяжелая, она очень мало весит. К слову, я от этой службы доставки живу, не знаю, метров 500, наверное, 400, может быть. Я ее пока донес, я проклял его, себя и всех, кто меня окружает. Она такая тяжелая была, с меня 7 потов сошло, и пришлось трусы потом еще выжимать. Вот. Но штукенция супер классная, я считаю. На нее просто берешь, спиной ложишься и вот так прокатываешься прям по этим роликам. Есть вот такой ролик колючий, он чисто для разминочки такой, для разминочки. Потом вот этот хоп убираешь, и можно другой еще ролик ставить. И они все так оп, опа, перемещаются у нас. И как удобно, так и катаешься. Первые разы очень больно, очень неприятно и хочется умереть. Но потом со временем уже нормально становится. Вот. Вечерочком, а можно и утречком, и вечерочком лучше. Прокатываешься спинкой, спинка расслабляется, все позвоночки встают на свое место, где они должны быть. А не в трусах, как говорится. Все, прокатился, все расслабилось, лег и хорошенечко уже уснул. Вот. Ну, на ютубе можете ролики набрать, там посмотреть, в принципе, как прокатываться, да, спинкой. Ну, потом уж отдельно запишу, конечно. И можно и спиной, и ногами, и чем только можно все делать. Любые ваши извраты с этим тренажером. Вот, так что советую. Ребята делают в России, и аналогов нет, запатентован и тому подобное. Кстати, это не реклама, и если бы была реклама, было бы хорошо. Я запишу древом масс 1 раз в день. Неважно, утром, вечером, хотя бы 1. В этом году вообще план минималки ставим. Выпендриваться не будем, как в остальных тех годах. Так, ну что, у нас получается по здоровью все закончилось. 5. И осталось еще 2 раздела. Хобби. У меня, между прочим, в 2023 году появилось хобби. Я надеюсь на это, что оно появилось все. Так как я собираюсь открывать свой канал на Ютубе, то необходимо на это мероприятие тоже поставить какие-то определенные цели. Что для себя я выбрал? Соответственно, количество подписчиков, да? Кто-то говорит, что количество подписчиков ничего не значит. Отчасти это так, но от чего-то надо сначала отталкиваться. Я решил, что за 2024 год количество подписчиков должно быть 30 тысяч. 30 тысяч у меня должно быть количество подписчиков. Давайте запишем. Вот напишите, возможно ли это вообще за год набрать 30 тысяч количество подписчиков. Не знаю, пока непонятно, какая будет целевая аудитория, конечно, и какое количество, но поставим, а там уже видно будет, да? Даже с тематикой еще, если честно, не определился. И, в принципе, не знаю, нужна эта тематика или нет. Типа влог какой-то сделать или... Так сказать, тематику люди должны выбирать, когда есть какая-то специфика, какой-то профессионализм, когда есть прям что-то конкретно рассказать и рассказать на 5 лет вперед. Но у нас такого нет, поэтому мы пока не определились, да? Какой-то вообще будет канал, с какой направленностью. Юмор, может быть, а может быть какая-то кулинария. Ну, я хотел, конечно, все, наверное, хотят дегустировать еду, кушать, хихикать и как бы и на расслабоне, короче, щелить, да, и чтобы количество подписчиков было не менее 30 тысяч. И я хотел так, и хочу так еще, и буду хотеть. Ну, пока не выбрал еще тематику, но я думаю, даже и без тематики, снимая различные видео, можно набрать количество подписчиков в 30 тысяч. Так что посмотрим, что из этого получится. Ну и к этим 30 тысяч подписчикам я решил снимать как минимум одно видео
в неделю. Ну, наверное, на выходных там или в пятницу. Короче, когда время, желание, настроение будет, тогда и будем делать. Вот, как я сказал, с тематикой не определились. И не знаю вообще, что, как определиться. Скорее всего, будет свободный формат, я думаю. Короче, как пойдет, так пойдет. Все. Тут все просто. Всего две цели. Понтоваться опять не стал. 30 тысяч. Ну-ка, 30 тысяч разделим на 365. Ну, короче, в день это подписчиков где-то 90 надо. Ну, это много, кстати. 90 человек в день. Но вот тут я, конечно, что-то не предусмотрел маленько. Ладно, 30 нормально будет. Лучше больше, чем меньше. Так, ну и последняя тема у нас осталась. Это развитие. Сейчас вообще модно развиваться там. Всякие курсы проходить, тренинги, как будто бы все такие развитые, одухотворенные и тому подобное. Ну, в развитие ходит только одна тематика, это английский язык. Не знаю, нужен он мне или нет, но на меня оказывают давление для того, чтобы я изучал этот язык. И сложно противостоять этому давлению. 1000 слов за год. Английских слов 1000, да, за год. Давайте тоже сразу посчитаем, чтобы не просчитаться, как обычно. 1000 слов. Ну, примерно 3 слова. Нет, 3 слова в день нормально, в принципе. 3 слова в день нормально. Давайте тогда запишем. Короче, кто изучает английский, лайфхак супер даю. Никто вам ни на каком канале такой лайфхак не дадут, как я. Просто учить 1000 слов, это никто так... Нет, так делают все, но это неправильно. 1000 слов выучите за день, за год. Ничего хорошего из этого вообще не получится. Не сможете разговаривать на английском. Вот по себе скажу. Все эти слова, там 3 слова в день, которые вы учите, надо учить в контексте 100% прям. А лучше каждое слово прописывать там, в каких-то 3 разных предложениях. Это вообще супер будет. Если что, в течение дня повторять, соответственно, тоже супер класс. Но просто Просто брать словарь и учить из него какие-то слова вообще ни о чем не поможет, пустая трата времени. Всегда в контексте, и еще лучше, когда вы эти слова прочитали где-то в контексте, и еще, чтобы какой-то носитель языка мог эти же предложения прочитать. Чтобы вы сразу могли это слово вычленить из этого предложения. И тогда супер классно будет, и за год можно топовым англичанином стать. Вот, так что всем советую, ну и сам буду тоже эту методику пробовать. Так, ну и что, и последнее у нас осталось, и тоже к английскому относится, супер классная вещь, мне друган посоветовал. Уроки Пимслера. Что за краб такой, вы спросите вы? Пимслер, это как американский, наверное, чувак, не знаю, хрен пойми, откуда он родом, но чувак супер крутой, потому что методика супер крутая. Уроки Пимслера — это аудиоуроки, которые вы закидываете просто в телефон. Там порядка 3 уровня, насколько я помню, по 30 уроков где-то. Ну, в общей сложности 90. Эти 3 уровня разбиты по уровню, соответственно, по уровню сложности. 1, 2 и 3. Я вот 1 уровень закончил. Что из себя вообще это представляет? Берешь такой, собираешься на работу, к примеру. Тебе до работы идти там, не знаю, минут 15 там, или 30. Если 30, вообще идеально. И все, закидываешь наушники в уши и включаешь вот эти уроки Пимслера. Они где-то вот по 30 минут идут. И все. И с самого начала, с самой базы, самых простых слов ты начинаешь повторять то, что тебе говорят в этих уроках. Вот. И одни и те же предложения, ну, к примеру, там 3-4 предложения ты выучиваешь в 1 уроке, во 2, в 3, а в 4 уроке опять ссылается на те предложения, которые были уже в 1 уроке. То есть постоянно ты повторяешь и все, закольцовываешь свои знания. И много уже было доказано, да, для того, чтобы хорошо что-то запомнить, надо просто повторять. Сегодня повторил, 2-3 дня прошло, еще раз повторил. 2-3 дня прошло, еще раз повторил. И уроки Пимслера именно на это и заточены. Вот, я первый уровень прошел, порядка там 20-30 уроков. И супер классно, по крайней мере, в этом уровне ты запоминаешь, как задавать вопросы, да, там, где там существительное, где глагол вставлять. И
Это прям классно. Вот. Самое что удобное, что не надо садиться, там что-то еще куда-то писать, просто взял наушники в уши, воткнул, и все, и слушаешь, и идешь, и изучаешь английский язык. Я думаю, что-то, наверное, подобное еще есть какие-то приколюхи, но вот это вот прям супер классно, и надо пробовать. Вообще по английскому много есть, да, всяких курсов, всяких приложений, блогов, хреногов и еще чего, и уже прям сложно выбрать, да, там, что изучать, что не изучать. У меня последний опыт был, что у меня слишком было много приложений всяких и приколю для того, чтобы изучать английский язык, и всю охоту вообще отбивает. И в одном видео чувак, я как раз услышал, что он говорит, что понтоваться не надо, просто взял 2 или 3 каких-то там приложения, там, или еще каких-то, да, там, каких-то штук. Вот я, к примеру, взял 1000 слов, да, один раздел и уроки Пимслера. Еще можно, в принципе, какой-то момент добавить, но вот этот минимум, он, в принципе, выполним и затрачивает очень мало времени. Вот, поэтому именно в наше время уже чем меньше информации какой-то уже, тем лучше, да. Такое вот у нас уже время наступило. Ну, в принципе-то и все получается. Все относительно своей шпаргалочки я написал, прописал, что я хочу сделать, что буду делать. А может и не буду делать, не знаю. Ну, надо, наверное. Лень, конечно, побеждает зачастую, но надо как-то бороться. А может еще надо было написать какую-то цель про лень. Или не надо было. Впереди сложных 365, уже 364 дня. Сегодня 1 января, и всего этого я ни хрена не сделал. Я считаю, 1 января простительно. Что я еще забыл-то, ёпта. Я же не ем сладкое теперь с этого года. Можно это как цель? И опять эта цель относится к здоровью, получается. То есть я старик в квадрате. Ладно, пока писать не буду. Или написать. Ну, тут уже писать негде. Ладно, давайте цель номер 0 у нас будет. Не есть сладкое тогда. Хрен с ним. Как я мог забыть свою самую главную цель? Последняя цель. Не есть сладкое. Что я могу сказать по поводу сладкого? Также на Ютубе смотрели очень много роликов, что и как это делается. И один чувак там не ел уже, наверное, сладкое, наверное, года, не знаю, 2, наверное. И он говорит, что ему до сих пор хочется сладкое кушать. И это видео меня повергло в какой-то шок, потому что такое ощущение, что ты в западне, в капкане и не сможешь отказаться от сладкого, но... Ну, часа 2, наверное, я посидел, погрустил, да, по поводу этого видео. Потом другие посмотрел видео, и, в принципе-то, вроде говорят, что и можно слезть с этого. А что я вообще решил сладкое не есть? Как обычно, насмотрелся опять ролик. Надо вообще YouTube, наверное, поменьше мне смотреть, всяких этих роликов подобных. Решил не есть сладкое. Ну, типа, все вредно, там, уменьшается толщина стенок сосудов, там, что там, сахар вот поднимается, который как раз так воздействует, там, диабет 1, 2 типа и тому подобное. Хотя у меня сахар всегда был идеальный, на самом деле. Самое, что хреново, это вот это сладкое как раз, это вот зубы. Вот я если бы в детстве сладкое бы не ел, я бы сейчас вообще был как акула. У меня бы в 4 ряда были зубы, я бы ходил и улыбался. А сейчас даже не поулыбаться, зубы все желтые, и уже половины зубов и нету. Вот, поэтому, ну что, я вот какую замену нашел для сладкого еще даже в прошлом году, я уже, так сказать, начал над этой целью работать. Это заказывать всякие штуки с Wildberries. Они, конечно, дороже раза в 3, в 2, в 4, в 3 бывают. Вот, но типа они как бы выручают на самом деле. Пастила это вообще самое, ну, самое распространенное, и оно как-то легче, наверное, всего готовится без сахара. Поэтому выбора пастилы супер много на Wildberries. Да и на Озоне, наверное, везде, короче, где продается вот это подобные штуки. Так что и в этом году, наверное, будем какими-то обходиться сахарозаменителями, а лучше... Вот я помню, один чувак мне понравился, он сказал прям, для того, чтобы бросить есть сладкое, надо прям возненавидеть вкус сладкого. Это предложение и слова, в принципе, хорошие, но возненавидеть, да, то есть, если ты ненавидишь, ты вообще даже не будешь подходить к этому. Ну, блин, как ты можешь возненавидеть сладкое? Вот это вот для меня вопрос, на который я пока еще ответ не нашел. Год без сладкого, ну, у меня было такое, конечно, но это совсем другая история и другое состояние. Вот, поэтому, ну, попробуем. Сейчас уже 1 января, пока сильно тяги нету. Будем на Ватбере заказывать всякую чепуху, типа сладкого, только без сладкого. Жира вот как такового-то сильно особо и нету, чтобы прям бросать сладкое есть или там еще что-то. Ну,
Но когда сладко не ешь, еще худее становишься. Даже если ты был худой, будешь еще худее. Мне бы так было. Начали небольшие кубики появляться там на пузе, еще что-то, но это не самое главное, почему я не ем сладкое. А самое главное, это вот, наверное, зубы. Че себе зубы, пломбы, сколько сейчас? 5-7 наверное, стоит устанавливать. Да вообще дорого сейчас и зубы лечить, и пломбы, и все остальное. Вот. Ну, теперь я точно думаю, что все. Я уже, мне кажется, на час наговорил. О, а то и больше. Вот, пока 2023 год план такой. А сбудется он или нет, покажет время. Поэтому всем удачи, всем пока и да пребудет с вами сила.